Здравствуйте, уважаемые друзья! С вами я, Юрий Тюченко, кандидат ветеринарных наук, и в этом видеоподкасте рассмотрим, сколько поваренной соли должно быть в рационе коровы, в зависимости от ее продуктивности. Поваренная соль в рационе крупнорогатого скота является одним из самых необходимых элементов, обеспечивающих нормальное функционирование всех систем организма. Соль нужна для нормализации кислотно-щелочного баланса в организме, правильной работы мышц, пищеварительной и нервной системы. Натрий положительно влияет не только на образование молока у коровы, но и на его жирность. В организме лактирующей коровы с годовым удоем 3500 кг запаса натрия хватает только на первые 6-7 недель после отела, а в дальнейшем суточный удой и жирность молока полностью зависят от поступления поваренной соли с кормами. Дойная корова с каждым литром молока отдает примерно 2 грамма соли. Если натрия не хватает, аппетит коровы ухудшается, что приводит к замедлению роста и снижению показателей удоя. Недостаток натрия, в свою очередь, может спровоцировать повышенную ломкость костей и повышенную частотность заболеваний у молодняка. Поскольку соль не вырабатывается организмом коровы, а также не поступает из травы и сена, то ее следует подсыпать в корм. Как это правильно делать и в каких количествах? Давайте разберемся. Используют несколько методик. Добавляют рассыпчатую поваренную соль в комбикорм, поливают грубые корма солевым раствором, подвешивают над кормушкой соль-лизунец. Лизунцы подразделяются на 2 вида. Обыкновенные лизунцы и лизунцы, обогащенные микро- и макроэлементами. Преимущество применения лизунца состоит в том, что животное не превысит нормы потребления самостоятельно, так как чувствует, сколько натрия ему необходимо. Дозировать соль рекомендуется только в случае дополнительного введения поваренной соли в грубый корм. Добавляя в рацион соль-лизунец, нужно позаботиться о том, чтобы в стойлах у животных всегда было достаточное количество питьевой воды, при помощи которой будут выводиться возможные излишки натрия. Когда корову переводят на пастбищный режим, необходимо позаботиться о балансе минералов в рационе. Трава – отличный источник калия, но натрия в ней недостает. Поэтому в животноводстве принято искусственно повышать содержание соли в корме при помощи добавок. Как видим, поваренная соль играет важную роль в пищеварении и обмене веществ. И как никогда это актуально зимой, когда основу рациона крупнорогатого скота составляют твердые и грубые корма. Ежедневно потребляя пищу лизунцы, коровы охотнее едят обычный грубый корм, характерный для холодных сезонов. Примерная норма соли 4,5 грамма на 100 кг массы, плюс 3 грамма на 1 кг молока. На пастбище при кормлении силосом из кукурузы при большом количестве грубого корма норма соли увеличивается в 2-3 раза. Исключение – сухостойные коровы. Их необходимо ограничивать в соли, иначе может возникнуть отек вымени. Норма может варьироваться не только в зависимости от массы тела и продуктивности животного, но и от времени года, состава кормов, качества воды и других условий. Тем не менее, нужно помнить, что переизбыток соли так же вреден, как и ее недостаток. Чрезмерное количество натрия в рационе крупнорогатого скота провоцирует отложение солей и возникновение заболевания почек. Часто ошибкой является употребление глубокостельными коровами поваренной соли. Помимо этого, высокий уровень натрия и калия может быть причиной снижения оплодотворяемости коров в будущем и возникновения воспалительных процессов половых путей. Сразу после отела корове необходимо выпоить ведро теплой воды или же болтушки на одно ведро воды, 1 кг отрубей и 100 грамм поваренной соли. Это поможет усилить сокращение матки и тогда быстрее отделиться послед. Также необходимо помнить еще об одном моменте, что молозиво сохраняет свои ценные качества обычно в течение 5-6 дней. Затем оно изменяется по составу, превращаясь в молоко. В это время телятам необходима минеральная и витаминная подкормка. В первые дни выпойки в молоко необходимо добавлять 15 грамм мела и 5 грамм чистой поваренной соли. Поваренная соль усиливает вкус пищи, что сказывается на росте аппетита у животного. И не только у коровы, но и у людей тоже. Поэтому, если вы хотите похудеть, то меньше подсаливайте пищу. И мало того, что соль задерживает воду в организме, так она еще и возбуждает аппетит. И если для человека чрезмерный аппетит – это вред для здоровья, это чрезмерный вес, то для коровы хороший аппетит – это залог высокой продуктивности. И еще одна причина, почему коровам дают соль – это ее превосходные антибактериальные свойства. Соль защищает от развития вредоносных бактерий.
Минимальная норма потребления поваренной соли в сутки для коров составляет от 30 грамм. И, как я уже сказал, что дозировка может варьироваться в зависимости от времени года, рациона питания, качества воды, продуктивности животного. Потребление поваренной соли в больших количествах у животных может вызвать серьезные отравления. Смертельной дозой для коровы считается 3-6 грамм поваренной соли на 1 кг массы тела. Если животному вовремя не оказать помощь, то оно погибнет спустя несколько часов от асфиксии. Ведь избыточное поступление соли провоцирует воспаление кишечника, изменения в составе крови, приводит к кислородному голоданию и нарушению жизненно важных функций. Переизбыток ионов натрия приводит к вытеснению из нервных клеток ионов кальция, что влечет за собой перевозбудимость нервных центров и расстройство нервной системы. Распознать отравление животного поваренной солью можно по следующим симптомам. Это ярко выраженная жажда, нервное возбуждение, синюшность слизистых, резкая потеря аппетита, появление одышки, иногда рвоты, понос. И это еще не все симптомы, но самые основные я перечислил. В принципе, симптомы отравления поваренной солью схожи также и с другими видами отравлений. Основными методами терапии в таких случаях становится многократное промывание желудка, введение через зонд молока или слизистых отваров, а также внутривенное введение кальция хлорида или глюкозы с кофеином, либо внутримышечные инъекции глюконата кальция. Но таких ситуаций надо избегать, тем более, что это не так сложно. Ведь отравиться поваренной солью корова может только в том случае, если она получит передозировку рассыпной солью. Ведь лизунцом корова отравиться не может. Как я уже сказал, преимущество лизунца в том, что корова не сможет превысить нормы потребления поваренной соли, так как самостоятельно чувствует свою потребность в ней. Поваренная соль очень важный минеральный элемент, без которого никак нельзя обойтись в молочном животноводстве. Соль должна быть в рационе коровы всегда, причем с учетом ее молочной продуктивности и ассортимента кормов. Отрицательно сказывается на здоровье и продуктивности животного как недостаток поваренной соли, так и ее переизбыток. И об этом надо всегда помнить. А пока всего вам доброго, здоровья вам и вашим коровам, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!